все от начала и до конца. Как бы вам ни было тяжело, я должен узнать, что произошло. Мне сказали написать рассказ жанра триллер. С абсолютно любым сюжетом. Ну и как везде. У этого рассказа должна быть завязка, развитие сюжета, кульминация и развязка. Понимаете, я даже не знаю, кто мне это отправил. Как он узнал мой адрес? А вдруг он хочет... Успокойтесь. Продолжайте. Кроме меня еще кто-то был в квартире. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Destiny, when you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Откуда мне брать вдохновение для этого дебильного рассказа, если я нахожусь в этом грёбаном астрале? Я знаю, что это моя квартира. Это да. Я не знаю вообще, как я сюда попал, знаю то, что где я нахожусь, я не знаю. Это какой-то ночной цикл, я не понимаю, что это вообще. Еще это тень. Она преследует меня. Сегодня я вам расскажу про то, как создавалась музыка в играх и как она развивалась. Все просто. Почти. Меньше слов, больше дел. Начнем с того, как она появилась. 1971 год. В этом году появилась первая игра со звуком вообще в принципе. Она называлась Компьютер Кевин Спейси. Читаю коряво, конечно, ладно. Если вы знаете английский, то поправьте меня в комментариях, если я вдруг допустил прям какую-то фатальную ошибку. Навряд ли. Так вот, давайте я вам покажу, что там вообще был за звук в игре вообще. Впечатляет. Дальше 1978 год. Игра Space Invaders. Кевин решил погулять. В этой игре появилось первое музыкальное сопровождение в принципе. Но это все еще не был саундтрек. И звучал он так. Ну, хорошо для своего времени. В наше время это сложно назвать качественной музыкой. Не потому, что она плоха, а потому, что раньше были такие технологии, которые могли себе позволить только такое звучание. Сжатое и некачественное. Повторюсь, не сама плохая музыка, а плохое качество звучания.
Раньше только такое могли сделать. Дальше уже наступают 80-е, 1980 год. Pac-Man. Тут появилась прям полноценная музыка, но, как я и говорил, все еще не саундтрек. Давайте я вам вообще ее покажу. Дальше уже пошла прям настоящая эволюция. Начали появляться приставки и довольно неплохие с ними композиции. Давайте я вам покажу несколько примеров из них. Sonic и Street Fighter. И множество других. Их реально много. Хорошо, конечно, но это не компьютер Кевин Спейси. И заканчивают эту эпоху игры от первой PlayStation, где музыка уже напоминала ту, которую мы имеем сегодня. Музыка от первой PlayStation. Посылка? Я еще не заказывал. Еще и связи нет. Allegro Smart.
игры уже начинают сильно развиваться. Возможность проигрывать собственные треки во время игры в прошлом обычно означала выключение всего звука в игре и использование внешней программы для воспроизведения музыки. Некоторые ранние игры для Windows предоставляли возможность отключения музыки и независимой настройки звуковых эффектов. При этом игрок должен был использовать отдельную программу для воспроизведения своей музыки, работавшую в фоновом режиме. Другие игры для ПК, например Quake, проигрывали музыку из CD или 100, мне без разницы, а данные брали исключительно из жесткого диска. Так что можно было заметить 100 или CD игры на любой другой компакт-диск с музыкой. Некоторые игры для PlayStation тоже поддерживали замену диска с игрой на диск с музыкой. Однако, когда игре требовались данные, диски снова приходилось менять. Одна из самых ранних игр Ridge Racer. Представьте себе такую ситуацию. Вы играете в Ridge Racer. И, к примеру, ставьте себе музыку, не знаю, Мияги. Хотя у вас в голове только одно. Вот это будет поездочка. Хотя вы спросите, откуда, бляха, у меня диск с Мияги? Я не знаю. Окей. В игре VIP Reborn это стало отличительной чертой геймплея, поскольку игра создавала уровни с учетом того, какая музыка находилась на оставленном диске игроком. А вот тут вы Мияги представили? Примерно так же организован игровой процесс в Audiosurf для платформы Windows. Приставка Xbox от Microsoft, одна из консолей шестого поколения, шестого поколения, была способна копировать музыку с компакт-диска на внутренний жесткий диск, что позволяло игрокам без всяких затруднений переходить от игрового музыкального сопровождения к своему собственному. Эта особенность называется Custom Soundtrack. Должна была быть разрешена к использованию разработчиками игры. Она перешла и в седьмое поколение к приставке Xbox 360, но поддерживается уже собственным программным обеспечением консоли и доступна в любой игре. Приставка Wii тоже умеет воспроизводить музыку пользователя, если это разрешено разработчикам игры. Тоже и делает PlayStation Free, сохраняя музыку на внутреннем жестком диске. Однако, лишь немногие разработчики пользуются этой особенностью. Обидно, ну да ладно, с кем не бывает. Идем дальше. Снова посылка. Я не понимаю. Сценарий мой стерся. Телефон почему-то лежит здесь. И я знаю, что я просыпаюсь каждый раз ночью. Как это может быть связано? А если... Проснувшись посреди ночи, я увидел, что у меня нету стола в комнате. Несколько предметов поменяло свое расположение, стало более каким-то неудобным. И еще у меня была закрыта на замок дверь в другую комнату. Но зато на кухне я увидел вкусный и аппетитный ужин.
случилось? Погоди. Погоди. Ужин еще. Я теперь знаю, что делать. Ребята, такой дождяра, конечно, вы бы знали. Закончился, ладно. Дождь уже закончился. Нахрен я взял тогда этот рюкзак? Это же было не для зонтика даже. Ладно, сюда поставлю. Я пришел договорить. Знаете, Xbox 360 — консоль, которая программно поддерживает технологию Dolby Digital. Что вообще такое Dolby Digital? Если простыми словами, то это система многоканального звука. А если не простыми словами, копнуть немного глубже, разбирая весь интернет, используя все знания мозга, то я не знаю. Я в этом не удостоился разобраться, вы знаете, такая лень была. Ладно, это шутка, я просто лень. Есть еще консоли, которые поддерживают систему объемного звука. Это PlayStation 3 и Wii. Wii, как я ее называю. А так она не называется. Теперь давайте разберем, как игровые саундтреки стали жанром. Ближе к нашему времени понятие саундтреки к играм перестали уже отличаться от саундтреков к фильмам. Понимаете? Все потому, что консоли могли воспроизводить более качественный звук и постепенно приближались к качеству из фильмов. Тем самым саундтреки из игр, понимаете, перестали быть чем-то несерьезным. Теперь они могли стоять в одной линии со всеми жанрами. И это офигенно. Еще много чего я могу рассказать. Я вам расскажу еще что-то во второй части. Если вам эта тема будет реально интересна, вы покажете свой актив. Если будет интерес, конечно. А сам рассказ о саундтреках я буду заканчивать. И вы, кстати, смотрите сейчас финал нашей истории. История, которая не заканчивается никогда. Ладно, давайте. Буду заканчивать. Повторюсь еще раз. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Был тут Jeff Punk. Давайте всем удачи. Всем до скорого. И пока. А вы, повторюсь еще раз, смотрите финал. Потому что времени я потратил на вот это все, конечно, до хрена. У меня теперь, друзья, уже график появился, понимаете? Целый, мать его, график. Охренеть можно. Ну, ладно, бывает. Бывает и бывайте. Давайте. Удачи. Я снова сидел и писал рассказ. Я уже знал, что я должен делать. Я почти все знал об этом месте. Не спрашивайте как, просто знаю. Но я знал, чем ближе был финал моего рассказа, тем чаще тем пыталась меня напугать. Раньше я пытался понять, что это был за звук, почему тень меня пугает. А сейчас мне уже все равно. Я смирился с тем, что тень меня преследует и не отстанет. Только я мог остановить все это. Потом прошло еще время. Я наконец дописал рассказ, распечатал его на принтере и готов был отправить. Я знал, что этот рассказ спасет мне жизнь. Я готов бороться за жизнь любой ценой.
почему вы знали, что этот рассказ спасет вам жизнь? Откуда у вас этот листик? Вы же сказали, что отдали все, что у вас было. Я кратко расскажу историю, которую я написал. Когда я проснулся, передо мной было ничего необычного. Но тени я рядом не видел. Еще ко мне не пришло уведомление о посылке, как раньше. Я посмотрел в телефон и увидел, что наконец-то появилась связь. Я решил позвонить в полицию и попросить помощи. Я долго вас ждал. Вы приехали, убедились, что никого нету. И вы думали, что я псих. Потом открывается входная дверь, хотя вы ее закрывали. И проверили это. Адам, проверь дверь. Что было дальше? Говори. А вы знаете, когда будет рассказ? Когда? Извините, но вам этого не понять.